15 октября 1941 года. Москва погружена во тьму. Танковые клинья вермахта в 30 километрах от столицы. В городе паника. Минируются заводы, эвакуируются наркоматы. И в этот час ГКО принимает секретный документ. Совершенно секретно. Особая папка. Миллионы жителей верят. Вождь в Кремле. Москва держится. Но за тысячи километров на восток, под Куйбышевскими холмами, в абсолютной тайне начинается строительство. Объект, равного которому не создавала ни одна цивилизация мира. 37 метров в глубину, 23 метра монолитного железобетона. Бункер, способный выдержать прямой удар двухтонной авиабомбы. Но почему после победы 1945 года об этом объекте молчали полвека? В оригинале постановления ГКО номер 800-1-СС черным по белому эвакуировать столицу СССР в город Куйбышев. Иосиф Сталин лично подписал документ о переезде правительства. На следующий день спецпоезд НКВД уже стоял под парами. Для приема Верховного требовалось не просто укрытие. Нужен был подземный командный пункт, автономный, защищенный от любого оружия. Задачу поручили главному архитектору Юлиану Бродскому и метростроевцам, собиравшимся в Куйбышеве под покровом ночи. Никто из рабочих не знал, куда и зачем едет. Каждый подписал документ о неразглашении перед посадкой. Операция не имела официального названия в открытых документах. Это было строительство государственной тайны высшего уровня. Ноябрем 1941 из Москвы в Куйбышев перебрасывается около 800 метростроевцев. Еще 800 рабочих спецшахтоотрядов следуют параллельными маршрутами. Местным объясняют, строится подземный склад горюче-смазочных материалов. Ни один строитель не выходит в город без офицера НКВД. Продукты, письма, контакты с родными – строжайший запрет. Строители живут в закрытых бараках за колючей проволокой. Тысячи кубометров породы вывозятся исключительно ночью. Грунт сбрасывается в Волгу, прямо в темноте. Цель – ни одного следа для немецкой аэрофоторазведки. С воздуха масштаб работ оставался совершенно невидимым. Тысячи человек работают под землей, незримые для внешнего мира. Операция продолжается. Бункер уходит в глубину. Глубина Куйбышевского бункера – 37 метров. Это высота 12-этажного дома, только вниз. Бункер Гитлера в Берлине всего 16 метров в глубину. Подземный КП Черчилля в Лондоне 5 метров под броневыми плитами. Советский объект превосходил все аналоги вдвое и втрое. Никто в мире еще не строил такого укрытия. Объем работ – эквивалент строительства целой станции метро за месяцы. При этом в военное время без строительных кранов на поверхности. Все оборудование опускалось в шахту вертикально, вручную. Только монтаж несущих конструкций занял более 3 месяцев. Советские инженеры решали задачи, которые западные считали невозможными. Равной этому объекту не было в истории Второй мировой войны. Защитный купол бункера начинался с метровой песчаной подушки. Над песком – 3-метровый монолит железобетона. За ним слой соснового бруса, амортизатор ударной волны. Авиабомба, пробив верхний грунт, встречала 3 барьера подряд. Энергия взрыва гасилась специальными демпферными камерами. Под защитным куполом – вертикальный шахтный ствол. Ствол собран из чугунных тюбингов, как в московском метро. Тюбинги скреплены болтами и гидроизолированы битумным составом. Шахта выдерживала давление горных пород на всех 37 метрах глубины. Сейсмические расчеты учитывали ударные волны бомбардировок. Конструкция прошла нагрузочные испытания до ввода в эксплуатацию. Результат – полная защита от прямого попадания бомб любого калибра. Бункер проектировался для многомесячной полной изоляции. Собственная дизель-электростанция на глубине 37 метров. 2 независимых водопровода из глубоких артезианских скважин. Запасы воды на 6 месяцев непрерывного использования. 2-ступенчатые фильтровентиляционные установки. Защита от горчичного газа, фосгена и любых боевых отравляющих веществ. В случае газовой атаки внутри создавалось избыточное давление. Внешний воздух с ядами физически не мог проникнуть внутрь. Кондиционирование поддерживало 18 градусов круглосуточно. Запасы провианта – 90-суточный автономный набор НКВД.
Медицинский блок с полным хирургическим оснащением. Бункер мог принять командование на полгода без связи с поверхностью. 9-й, нижний этаж бункера. Кабинет Верховного Главнокомандующего. Архитекторы точно воспроизвели кремлевский кабинет Сталина. Дубовые настенные панели – точная копия московских. Стол под зеленым сукном. Тот же, что и в Кремле. На стенах – портреты Суворова и Кутузова. Диван у стены для короткого отдыха между заседаниями. 4 двери из кабинета, только одна выглядела дверью. Остальные 3 замаскированы под стеновые панели. За ними секретные аварийные подземные ходы. Комната отдыха с бронированным люком. Сейф с особой папкой прямо в толще стены. Кабинет готов принять вождя, точно как в Кремле, но под землей. Рядом с кабинетом зал заседаний ГКО на 115 человек. Длинный стол, обтянутый зеленым сукном. В центре микрофонная стойка. Огромные настенные карты всех фронтов, от Баренцева моря до Каспия. Прямая линия ВЧ связи с генеральным штабом 24 часа. Линии к командующим под Москвой, Ленинградом и Ростовом. Все переговоры шифровались специальными устройствами. Советский шифратор – полная защита от перехвата немецкой разведкой. На каждом месте закрытая служебная папка и карандаш. Никаких записей не выносилось из зала. Все сжигалось после заседания. Фельдъегерская связь с наземными объектами только через НКВД. Зал был рассчитан на круглосуточную работу. 3 смены персонала. Отсюда должны были приниматься решения, от которых зависела война. Главный вопрос, которым историки задаются полвека. Находился ли Сталин в Куйбышевском бункере лично? Официальная версия. Вождь не покидал Москву осенью 1941 года. Доказательства. Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади. Сталин стоял на трибуне Мавзолея, в километрах от линии фронта. Но рассекреченные мемуары Светланы Аллилуевой содержат иное свидетельство. Она сама находилась в Куйбышеве с октября 1941 по 1942 год. Особняк, где жила Светлана, имел прямой спуск в бункер. Иосиф Виссарионович лично инспектировал объект. Приезд осуществлялся спецпоездом под усиленным конвоем. Точные даты приездов в рассекреченных архивах не фигурируют. Был ли он здесь? Вопрос остается открытым намеренно. Безопасность объекта лично курировал нарком Лаврентий Берия. Менее 20 человек в стране знали о существовании объекта. Наземный вход замаскирован под здание Куйбышевского обкома партии. Обычное здание, обычные вывески, обычные посетители снаружи. Внутри дежурный офицер НКВД за письменным столом. За столом неприметная дверь, ведущая в шахту. Приближение к периметру без допуска – немедленный арест. Офицеры охраны сменялись каждые 8 часов, без исключений. Личные данные охраны хранились в особых папках вне общих реестров. Смена паролей ежедневно. Передача только устно, без записи. Любая утечка информации – статья 58 УК «Высшая мера». Система безопасности не дала ни единой утечки за все годы войны. На нижнем горизонте бункера засекреченный аварийный выход. Из стальной двери уходит тоннель, горизонтальный, более 500 метров. Тоннель выложен теми же чугунными тюбингами, что и вертикальная шахта. Освещение – редкие лампы накаливания, все для экономии. В экстренной ситуации отход по тоннелю занял бы 7 минут. Конец тоннеля – скрытый причал на берегу реки Волга. Причал врыт в берег, с воды не виден. У причала бронированный речной катер. Катер стоял под парами, в постоянной боевой готовности. Курс – вверх по Волге, в сторону Урала, вне досягаемости немецкой авиации. Этот путь никогда не был задействован. Но он существовал на случай, если все остальное рухнет. 6 января 1943 года. Строительство бункера официально завершено. Дата символичная. Через 4 недели начнется капитуляция Паулюса. Испытание объекта. Все системы проверены на полную нагрузку. Дизельный генератор, 72 часа непрерывной работы. Принят. Системы вентиляции проверимы за босс. Проверены под имитацией химической атаки. Приняты.
ВЧ-связь с Генеральным штабом установлена и проверена. Но к январю 1943-го инициатива уже переходила к Красной армии. Необходимость эвакуации высшего командования из Москвы отпала. Бункер так и не был задействован по прямому назначению. Приказ перевести объект в режим консервации. Охрана остается. Системы в рабочем состоянии. Объект засекречен. Он просто ждет. Под землей. В тишине. Следующие 47 лет. Полная тишина. О существовании бункера знает лишь высшее руководство КГБ и несколько офицеров технического обслуживания. Все строители под подпиской о неразглашении на 50 лет. Многие умерли, так и не имея права рассказать. Жители соседних домов – никаких подозрений. Под их ногами командный центр государства. Они не знали. Обычные дворы, обычные подвалы, обычный советский город. Куйбышев переименован в Самару в 1991-м. Бункер все еще засекречен. КГБ ликвидирован. СССР распадается. Тайна держится. 47 лет молчания. Самая долгая секретная операция эпохи Холодной войны. До 1990 года ни одного публичного упоминания. Нигде. 1990 год. За год до распада СССР. Решение принято. Гриф секретности с объекта снимается. Первый отряд исследователей и журналистов получает разрешение. Спуск на 37 метров под землю. Шахтный лифт. Тишина. Открываются стальные ворота. Впервые перед посторонними. Исследователи остолбенели. Внутри как будто вождь ушел вчера. Ковровые дорожки без пыли. Вентиляция в рабочем состоянии. Телефонные аппараты ВЧ-связи на своих местах. Дубовые панели, зеленое сукно, портреты генералов не тронуто. 47 лет. Объект поддерживался в полной боеготовности. До 1990-го он был готов принять командование в любую ночь. Сегодня бункер открыт как музей. Но атмосфера 1941-го осталась. Бункер Сталина в Самаре – не просто инженерный памятник. Это слепок кризиса октября 1941 года. Момента, когда судьба страны висела на нитке. Государство минировало свои же заводы, чтобы не отдать врагу. Вождь подписал приказ об эвакуации столицы и тут же отменил его. Тысячи людей втайне строили убежище и унесли тайну в могилу. Инженеры создали защиту, превосходившую все, что строил Запад. Под обычным городом другой город, командный центр войны. Это символ эпохи. Решение. Мгновенно. Секреты. Навсегда. Сегодня в Самаре можно спуститься на 37 метров под землю. Пройти по тем же коридорам. Увидеть тот же кабинет. Та война закончилась. Тайна раскрыта. Но эхо не затихает.